Всем привет, друзья! Сегодня пеку шведский миндальный торт. Этот торт был и остается в топ-листе моих любимых. Можно не заморачиваться и купить уже готовый торт, но мне больше по вкусу домашняя версия. Этот торт не сложен в исполнении, с его приготовлением справится даже начинающий кондитер. Давайте готовить. В чистую чашу отправляю 4 белка. Здесь 130 грамм. Белки комнатной температуры. Щепотка соли. 100 грамм сахара. Сахар измельчила в пудру. Белки взбивала до плотного состояния. Вот посмотрите, они должны вот так вот хорошо держаться и не вываливаться из чашки. Теперь добавляю сюда 120 грамм миндальных орехов. Орехи измельчила в блендере в муку. Корж буду выпекать в круглой форме диаметром 28 сантиметров. Дно формы застелила пекарской бумагой. В тесте, как вы заметили, не содержится ни грамма муки. Этот торт подходит очень хорошо тем людям, которые не переносят глютен. Торт буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки 45 минут. Торт двухслойный, поэтому я буду выпекать 2 коржа. И вот пока печется первый корж, приготовим крем. Для крема мне понадобится 100 грамм сахара. Сахар мелкокристаллический. 3 щепотки соли. 20 грамм кукурузного крахмала. Сухие продукты перемешиваю. Добавляю 200 миллилитров холодного молока. Молоко 3,8% жирности. Добавляю сюда 8 желтков. Для того, чтобы крем получился однородный, без единого комочка, я всегда его перед тем, как варить, процеживаю. Крем при постоянном помешивании довожу до кипения и провариваю после закипания где-то около 2 минут. В итоге у нас получился вот такой вот плотный крем. За время остывания он станет еще гуще. Для того, чтобы крем сверху не подсох, его можно в контакт с кремом накрыть пищевой пленкой. Но я этого делать не буду, буду просто периодически помешивать.
В остуженную заварную основу добавляю 200 грамм размягченного сливочного масла, пару капель эссенции горького миндаля, и взбиваю крем до пышного однородного состояния, где-то около 1 минуты. Вот такой мягкий, однородный, очень нежный крем у нас получился. Крем отправляю в холодильник. Первый корж готов. Я его выпекала ровно 45 минут. Коржу нужно будет дать хорошенько остыть. И пока остывает первый корж, буду готовить второй. Вот, посмотрите, это донышко коржа. Корж отлично подзолотился, очень ароматный. Ну и давайте повторим пройденный материал по приготовлению миндального коржа. 4 белка комнатной температуры, щепотка соли, 100 грамм сахара. Сахар измельчила в пудру. Белки взбиваю с сахаром до устойчивых пиков. Вот, посмотрите, белки плотно держатся, не падают. Добавляю сюда орехи. Коржи и крем хорошо охладились. Теперь приступаем к сборке торта. На плоское блюдо наношу небольшое количество крема. Укладываю первый корж. Крем ровно ложится, не растекается. Бока торта тоже буду смазывать кремом. Приготовленный торт буду украшать обжаренными на сухой сковороде миндальными орехами. Здесь 100 грамм. Орешки порезанные на пластинки. Ну, это такое вот стандартное украшение для икейского тортика. Вкус этого торта ничем не отличим от икеевского торта. В домашних условиях, я считаю, он получается еще более насыщеннее и ароматнее по вкусу. Торт простоял несколько часов в холодильнике, хорошенько охладился. И давайте теперь посмотрим, как он выглядит в разрезе.
режется очень легко. Друзья, попробуйте приготовить эту домашнюю версию миндального тортика, и я уверена, что этот вкус торта придется вам всем по вкусу, и он станет настоящим фаворитом на вашем праздничном столе. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.